Рад приветствовать вас, ребят, и решил я записать такое видео. Я думаю, оно будет многим полезно. Как бы переход с винды на Manjaro для веб-разработчика. На данный момент у меня 2, 4, 6, 8, 10, 12, в общем, где-то 14 программ, которые я покажу, как устанавливать, где их брать и что с ними вообще делать. Ну, для начала я на виртуалку поставлю себе Manjaro, чтобы все было по чесноку. И как бы вы можете скачать с официального сайта Manjaro, записать ее на флешку Rufus'ом, например, и дальше уже, в принципе, вот так вот установить ее, как я, допустим, сейчас устанавливаю. Америка, здесь выбираем куда-нибудь, тыкаем. Москва мне, например, можно выбрать. Дальше желательно здесь изначально выбрать английскую. Давай. Вниз почему-то не крутится. English US именно. English US здесь надо выбрать. Далее. Значит, разделы, можно вручную разбить. Новая таблица разделов. GPT. Окей. Доступное место создать. У меня здесь 29 гигов. В общем, пусть 20 я сделаю для X4. Шифровать без точки монтирования. Вот такая точка монтирования пусть будет и здесь. Boot. Что-то вниз не крутится мышка, ладно. Root swap. В общем, вот так вот. Теперь дальше разбить, создать. Swap обязательно. Linux swap. И здесь swap. И пусть он будет, это 9 гигов. Пусть будет 2 гига получается. Ок. И здесь создать как бы для home. Для home. Пусть будет у нас 6 гигов, например. Там ничего не надо ставить больше. И у нас здесь как раз будет 1000 мегабайт. Нет, home все-таки я не такой сделаю. Home я сделаю. У меня тут 7. 6. Ладно, пусть 6 будет. И своп. Я сделал своп. Да. Блин, я уже запутался сам. Еще вас пытаюсь чему-то научить. В общем, это home. И пусть будет 6,9 гигов. Окей. И неразмеченная область пусть будет 100 мегабайт. Далее. Как вас зовут? Конечно же, user. Пароль. Допустим, 1, 2, 3. Автоматический вход я выберу здесь, но как бы вы смотрите сами. Если вы как бы не боитесь, что кто-то может зайти без вашего ведома в вашу операционную систему, то можно здесь не ставить галочку. То есть это будет означать, что при загрузке у вас не будет требоваться пароль. Использовать тот же пароль для аккаунта администратора. Я нажимаю, потому что еще один пароль запоминать мне. Здесь вы можете выбрать офис. Я вообще выбрал для себя Free Office, но на данный момент он мне не нужен. Но Office Suite. Далее. В общем-то, наверное, сейчас Manjaro 20, Swap 2, Home 6,7, доступное место 100.
Установить, приступить к установке. Ну, в общем-то, в принципе, пока оно устанавливается, можно даже пока принажать на паузу. В общем, ребят, смотрите, после того, как вы установили Manjaro, не забудьте вытащить флешку. Ну и как бы основной вид я, в принципе, приведу, наверное, вот к такому варианту. Как видите, у меня тут есть разные программочки. Можете, в принципе, посмотреть их список. Я думаю, может быть, они вам когда-нибудь пригодятся. Так, сразу хочу сказать, устанавливайте там Time Shift и делайте ручные сохранения, потому что однажды это спасет вашу систему. Значит, после того, как сейчас оно загрузится, я покажу вам, где выбрать темную тему, потому что, не знаю, настолько уже привык к темной теме, и когда я перехожу на какой-нибудь белый сайт, ой, жесть происходит. Если что, есть такое расширение для оперы, называется Dark Theme for Google. И здесь картинки, ну, в общем, все, короче, темное. Что очень круто. Не палит глаза. И вот у нас загружается, наконец-то, KDE плазма наша. Ну, как наша. Она вообще не наша, конечно, но условно наша. Вот такая вот программулина. Ну, я думаю, вы все в курсе, что это такое, VS Code. Но здесь она почему-то называется код OS, и еще в скобочках они написали код. Короче, если будете искать, то надо искать вот так Visual Studio, и вот это вот будет она. Эти две я пробовал ставить, но почему-то они не запускаются из Snap репозитория, из Community запускаются. VS Code. Что там? Ура! Значит, темная тема. Идем в настройки. Просто я уже загружал эту систему и поменял. Здесь будут обновления еще слететь. Кстати, я включил сеть. Господи. Класс. Ладно, попробуем, может быть, все-таки она есть, хотя пишет, что есть вроде бы сеть. Сеть есть. Значит, оформление рабочей среды. Вот сюда заходим. И здесь будет какая-то из этих тем по умолчанию, наверное, это. Выбираем вот эту. Нет, вот это будет по умолчанию. Выбираем вот эту, нажимаем «Применить». И все будет черным. Теперь я захожу у себя в экран, потому что такое разрешение мне не очень нравится. Экран. Экранчик, давай. Настройка экранов. Надеюсь, у меня получится поменять разрешение, потому что это виртуальная машина и может не получиться. Блин. Ну чего ты, а? Ладно, в общем, смотрите, получается, когда вы что-то там... Когда вы установите Manjaro, Linux себе. Ну все, закройся, Firefox, я не люблю тебя. Конечно же, вам обязательно прилетят какие-нибудь обновления, и они будут здесь. Желательно все обновить, то есть нажимаем, можно правой, можно левой, наверное, да? Нет, правой кнопкой мыши, менеджер пакетов. Менеджер пакетов. Тыдысь. Обновление. Значит, смотрите, здесь какая фишка. Дело в том, что это не как в винде.
вы устанавливаете, скачиваете программу, устанавливаете. Здесь тоже так можно сделать, но это только через консоль. А в основном все программы, ну вообще как бы правильно так делать, они расположены внутри пакетного менеджера. В общем-то, все эти программы находятся в пакетном менеджере. И это как бы с одной стороны налагает определенные неудобства, потому что вы привычно не можете скачать какую-нибудь программку и установить. Но с другой стороны это абсолютно дает преимущество по безопасности, потому что так устроен Linux. В общем-то, значит, смотрите, получается, какой бывает глюк. Бывает так, что вот здесь вот, допустим, ты заходишь в менеджер пакетов, открывается вот эта штучка обновления, и здесь какое-то нереальное количество программ бывает высвечивается, которые у тебя даже не установлены. Поэтому я рекомендую, когда приходят обновления, нажимать вот сюда все, потом еще раз обновление, чтобы оно на всякий случай проверило еще раз. А также необходимо зайти сюда и нажать «Обновить базы данных» желательно. У меня пароль легкий, здесь 1, 2, 3. И вот здесь, смотрите, получается, здесь идет обновление, написано всяких баз. Теперь, после того, как базы обновлятся, надо опять класснуть на все, а потом обновление, чтобы еще раз на всякий случай проверила. И после того, как оно проверило, автоматически, как видите, оно хочет обновить все. Давайте применить. Вот это, конечно, такая штука классная. В общем-то, бывает так, что, допустим, приходит обновление, ты нажимаешь кнопку «Применить», оно ищет зависимости и пишет «Конфликт зависимостей». И вот что делать, капец. А я даже нашел, что делать. И, возможно, я покажу через время. Вот. Может, все-таки попробовать пока покласть монитор побольше. Ребят, как-то вообще... Короче, дело к ночи. В общем-то, Tor-браузер, допустим, вот я хотел поставить отсюда Tor-браузер. У меня не получилось. Вернее, у меня получилось поставить, но он не запускается почему-то. Как бы с чего вообще начать? Еще есть такая волшебная штучка, как, допустим, если вы устанавливаете или удаляете что-то, или вот как в данном случае обновляете, то как бы установщик, он здесь вообще один. Не так, как в винде ты можешь поставить там 100-500 программ одновременно, и при этом они все будут ставиться корректно, и в итоге установится. Здесь как бы установщик один, и если, допустим, идет обновление программ, или одной программы, или установка, или удаление, то он занят, и все, и больше ты ничего не можешь сделать. То есть тебе надо дождаться сначала установки, удаления, обновления, или. А потом уже ставить или удалять, или обновлять что-то другое. И по умолчанию здесь, конечно, стоит Firefox, который браузер, вроде бы. Значит, что можно тут пока настроить? Меня вот немножко бесят такие крупные значки, поэтому нажимаем правой кнопкой мыши здесь, на пустом месте. Настроить виджет панель задач. Я долго искал, как увеличить или уменьшить вот эти вот штуки. Да, это не то, конечно же. Значит, сюда, наверное, клацать. Настроить панель. Так?
Да. Отлично. Уже получается что-то. Вот, нажимаем сюда высота. И, как видите, все уменьшается. Можно даже до вот такого мельникового сделать или наоборот сделать чуть-чуть побольше. Ух, это вообще гигантские получились. Ну, в принципе, для такого разрешения нормик. Значит, раскладка клавиатуры, кстати, сейчас можно добавить, в принципе. У нас сейчас, как вы помните, стоит одна английская, и поэтому здесь даже нет индикатора языка. Ну, в общем-то, смотрите, устройство ввода. Может, это... Да нет. Устройство ввода, клавиатура, оборудование, раскладки. Раскладки. Нажимаем сюда «Добавить». Нет, не любой язык, а только нам надо русский. Есть тут вообще русский? Не, ну он-то есть, это я шучу. Вот он, Русьян. Ну, конечно же, чешская, да. Русская. Русьян. Короче, я не знаю, тут вариант по умолчанию лучше. ок. Теперь применить. И вот он появился, US. Можно нажать левой кнопкой мыши, левой. И меняется раскладка либо правой. И здесь выбрать уже. Вот. Дополнительно настроить дополнительные параметры. Как бы переключение надо еще настроить. Переключение. Задержка. Вот, кстати, с задержкой, вот мне, например, не нравится, что такая большая. Я обычно ставлю себе 200 и повторов 25, пусть так где-то будет, 30. Окей. То есть, когда ты нажимаешь, кстати, здесь удобно сделан тест сразу, то есть я вот нажимаю, и внутри поехала. Просто большая задержка, соответственно, дольше печатаешь. Так, вот у нас здесь есть основные комбинации клавиш для переключения. Ctrl-Alt-K, альтернативные основные. И выберем здесь Shift-Alt-Shift. Вот Alt-Shift. Применить. Чудесно. Еще что здесь важно. Смотрите, здесь есть такая штука, как ядра. Вот, ядро. Я как-то один раз думаю, это же ядро новое, оно лучше. Взял, удалил это и установил самое последнее. У меня система, естественно, не загрузилась. И у меня тогда не было еще тайм-шифта, и я не смог никак откатиться назад. В общем, лучше сюда не лезть, короче. Вот если вы ничего не знаете об этом, лучше не лезьте сюда. Дальше. Конфигурация оборудования. Что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду именно драйвера. Здесь, короче, как бы на виртуалке не очень интересно, да. А вот не на виртуалке у меня, допустим, что там, NVIDIA, видеокарта, NVIDIA старенькая. Вот, и сейчас посмотрим, что там она напишет нам. Все зависло. В общем-то, сейчас я в параметрах своей системы покажу настройки графического конфигурации оборудования, драйвера, в общем, NVIDIA. И здесь, как видите, получается, когда вы установите, скорее всего, здесь будет что-то по-другому. Здесь только Linux, а это не будет установлено. В общем, вам надо будет нажать сюда. А здесь нажать убрать галочку вот эту, в общем, чтобы установился у вас вот этот вот с закрытым типа кодом драйвер, а драйвер Linux убрать. Так вроде бы будет лучше. Значит, в принципе, что еще можно показать? Здесь есть классная настройка шрифтов. То есть вот у меня, допустим, как видите, здесь на моей основной ОС установлен вот такой вот шрифт от JetBrains. И как бы он, получается, меняется везде, даже в браузере, в принципе, все
основные моменты, они подсвечены, в смысле, выводятся с помощью этого шрифта. Ой. В общем-то, что-то у меня все затупило и упало. Ну, вы помните, да, вы загружаетесь, потом делаете, как видите, да, здесь тоже JetBrains моноширинный шрифт. Так, загружаетесь, делаете обновление. Если все успешно, то вот я вошел в систему уже с моими настройками хорошими, нормальными. Даже они сохранились, как видите, то есть небольшие значки и 404 обновления, но я не буду вообще обновлять, ребят, потому что все это время. Значит, смотрите, заходим в установку и удаление программ. Это пакетный менеджер, он называется Pacman. Комбинация клавиш Alt пробел. Давай Alt пробел. Сейчас я сверну. Может быть так. Alt пробел, вот как видите, вызывает такую вот штуку. И здесь можно написать, допустим, вот так консоль. Именно через K букву, а не через C. И вы зайдете в консоль. Чтобы выполнять все команды от имени администратора компьютера, вам нужно ввести вот такую простую команду su, то есть означает super user. После этого введете пароль свой. Ну, здесь он длинный. И как видите, теперь я могу вводить разные команды без sudo. То есть sudo, допустим, pacman. Вот так вот в Pacman выглядит установка программы. Допустим, trace route. То есть в винде есть такая штучка, как trace-rt. Здесь она называется trace route, по умолчанию не установлена. То есть она показывает вам, как бы пингует от вас до указанного сервера и выводит информацию, какие на пути шлюзы встречаются. Ну, в общем-то, виртуальная машина наша. Вот она, родимая. Что нам тут? Дисплей ты дашь сменить или нет все-таки? Параметры системы. Дальше, блин, что вниз не крутится-то? Экранчик. Ну давай. Ну вот, блин, даже Debian работает. В принципе, даже. Ну, в общем, ладно, что-то не хочет наставиться, ребят. Не обессудьте. Что тут еще интересного из настроек есть? Да, управление питанием. Энергосбережение монитора. Смотрите, получается, через 10 минут вы тут можете выбрать любое время, в принципе, через которое будет выключаться монитор. Энергосбережение, теперь блокировка экрана. Да, конечно же, русский надо поставить. Оформление приложения, поведение рабочей среды, применить, разблокировать без пароля. Смотрите, получается, вот мы заходим в рабочая среда, поведение рабочей среды, и здесь у нас блокировка экрана. То есть вы можете отключение экрана настроить на одно время, а блокировку на другое. То есть отключать, допустим, экран через 3 минуты, а блокировать через 10 минут. Ну и после того, как он заблокируется, вы еще можете там выставить какое-то время, допустим, 15 секунд, чтобы пошевелить мышкой и успеть без ввода пароля все разблокировать. Ну, в общем-то, наверное, по настройкам
Сейчас еще, может быть, что-то я увижу. В принципе, по ядру я подсказал вам, что лучше туда не лезть на дата и время, но конфигурация оборудования подсказал. Значки, шрифты. Ну, короче, то уже вы сами тут все понаклацайте, понасмотрите. Моя задача вам оперативно все рассказать важное. Тут пока важного уже, наверное, нет. Отклонить. В общем-то, пакетный менеджер Pacman. Что с тобой не так? Ну почему он такой, а? Ты дынсь. Фу, жесть. Ладно, пусть хоть так будет. Нет, так мне не видно ни хрена. Здесь, получается, есть вот такая вот неудобная кнопка поиска. Почему неудобно? Потому что она находится слева. И здесь мы сейчас все будем с вами искать. Первая программка называется FileZilla. Ну, тут нет ничего такого, конечно же, на русском, да. Ничего такого военного. Я думаю, все ее прекрасно знают. Можно не нажимать Enter, и все начнет искаться само. Быстро установить. Значит, смотрите, здесь получится нажимать установить, а дальше применить и вводите пароль администратора. У меня здесь 1, 2, 3. Нажимаю ОК. Блин, ну все-таки параметры экрана. Давай. И смотрите, получается, я вам уже говорил, что пока устанавливается одна программа, другую вы не можете ставить, поэтому ждем, пока установится это. И вот у нас получается, чтобы поставить FileZilla, у нас вот столько вот зависимостей. Кстати, здесь вниз крутится. Нажимаем применить. Здесь к обновлению еще. Ну что ж, придется все обновлять. Как бы получается, вы не можете установить ни одну программу без применения обновлений всех. Ну а здесь 404 обновления, поэтому я пока сохранюсь. Аллилуйя, система обновлена. Значит, теперь нам нужно, в принципе, я сделаю, наверное, масштаб, все-таки у меня не получается. 150. В принципе, нормально. Короче, смотрите. Теперь у нас все обновлено, но единственное, что нам надо... теперь курсор как-то странно работает. Настройки. Зайти сюда в настройки. Конечно же, пароль администратора ввести 1, 2, 3 мой. Ох, жесть. Короче, я лучше уберу эту штуку, потому что что-то у меня мерцает все. Значит, вот смотрите, мы зашли в настройки. И... ну пусть будет вот так. И... в часах 6. Ну, короче, там настройте сами. Самое главное, вот, нам включить вот это вот. В кэше проверять обновление из АУР. И Snap включить. И закрыть пока все. И теперь устанавливаем FileZilla. FileZilla. Можно не нажимать Enter, просто ждем, пока оно найдет. И вот оно нашло FileZilla. Нажимаем здесь установить, здесь применить. Главное, чтобы здесь не было никаких других задач уже. Применяем. Как видите, там некоторые зависимости, и они сейчас все установятся благополучно. Пока вы устанавливаете одну программу, другую, к сожалению, устанавливать не получится. Смотрите, транзакция успешно завершена. И, как обычно, вы думаете, что у вас появится FileZilla где-то здесь или где-то здесь. Но ее нигде нет. А почему? Потому что ее нужно найти сначала. FileZilla. Почему-то ее и там нет. Но это круто. Значит, можно ее открыть вот так. Запустить.
Интересно, она запустится вообще? О, ура, она запустилась. Окейшки. И, ну, я лично закрепляю, так закрепить на панели задач, чтобы она была всегда у меня под рукой. И, как известно, здесь нажимаю файл менеджера сайтов, и вы можете подключаться к своему хостингу или же серверу здесь. Ну, я, например, этого раньше не знал, сколько лет, вот только начал использовать недавно. Значит, FileZilla установили. Вроде бы даже пробуем еще раз тут найти ее. FileZilla. Ну почему ее здесь нет? По идее должна быть тут. Блин, хотел вам показать, а ее там нет. Круто. В общем, есть Firefox, но нет Opera. Оперы, к сожалению, здесь нет. И вот смотрите, здесь получается важно что? Желательно всегда, если есть пакет в комьюнити, либо же там что-то типа main или что-то такое, ну, в общем, не snap и не aur, желательно всегда его устанавливать. Смотрите, здесь получается у меня нет никаких пакетов, поэтому я могу установить. Вот ждет один обработки, видите? Вы можете забыть и на класс потом плохо жмем отмену, если что, и опять применяем. И здесь, конечно, вот флеш-плееры, я не знаю, кто им еще пользуется, но мне он не нужен. Вот это Opera FFmpeg для того, чтобы смотреть видео, вам пригодится, я думаю, мне тоже. И устанавливаем. Пароль сейчас не надо вводить, потому что мы его только что вводили. И оно чуть-чуть запоминает на какой-то промежуток времени. Ну и вот как бы ставится сейчас FFmpeg для оперы. И по идее скоро все должно заработать. Значит, не всегда вот здесь есть кнопочка «Запустить», но здесь она есть, поэтому запущу. Проверим, вообще работает она или нет. Надеюсь, что да. Что-то там вроде бы грузится. Да, аллилуйя. Опера есть. Но я не пойму, почему она не... По идее, короче, вы вот установили программу, и, как видите, она никуда не добавляется. И даже, наверное, в приложение не добавляется. Офис, интернет. Ага, вот оно есть. В общем, чтобы у вас оно здесь в избранном было, нужно вот так правой кнопкой нажать и добавить в избранное. И, как видите, сейчас вот FTP клиент FileZilla у нас здесь оказался. Ну и, в общем, у нас Opera запустилась, как видите. Я обычно делаю так, сюда нажимаю настроечки. И, конечно же, темная тема. Ну давай. Темная тема. И вот здесь нет, нажимаем. Потому что будет отправляться статистика использования, зачем оно нам надо. Кстати, да, здесь еще нажимаю вот сюда. Настроечки, ну давайте. Фоновый рисунок я обычно выключаю, зачем он нужен. Дальше. Новости мне не надо, боковая панель не надо. И MyFlow меня бесит, если честно, ну, я обычно выключаю, в общем. Так, в принципе, все. К сожалению, чего-то все зависло. И вот доступно новое ядро, обновитесь. Это круто, но когда ты обновляешься, могут произойти всякие косяки. Поэтому, чтобы этого не произошло, давай продолжим. Установка и удаление программ. Значит, что мы уже установили? Установили мы оперу. Здесь хоть сейчас она есть. Вот, аллилуйя. Значит, опять же, правой кнопкой мышки добавить в избранное. Есть такое дело. Значит, всегда, когда вы сюда заходите, ну, желательно всегда обновляйте базы. Потому что, ну, мало ли, вот сейчас, в данный момент, там кто-то что-то добавил. Так, все, обновилось, и теперь возьмем и попробуем посносить все то, что нам не надо. Категории. Группы установленные. Сюда заходим. Желательно так сделать, особенно с теми программами, которые много весят. Вот зачем они просто нужны? Значит, ну вот это вот мне точно не понадобится. Это
это. Kate, Connect, Find. Сканирование, не знаю, зачем оно надо. Ну, в общем, пока вот так вот сделаем. Так, Manjaro принтер и удаляем. Просто желательно удалять по несколько, потому что бывают зависимости, и из-за этих зависимостей вы, допустим, не можете удалить что-то. И потом начинаете искать, а что уже я. Настройки принтера. Удаляем. Применить попробуем. Ага, видите, вот, допустим, нельзя удалить это. Ну ок. Или можно. Короче, снесем. Дальше. Кстати, здесь есть некоторые системные утилиты, и если вы что-то удаляете, то обязательно смотрите, что именно вы удаляете, потому что можно что-то снести и остаться без системы. А так как мы еще не настроили с вами, не знаю, но вроде бы должно было удалиться. Так как мы с вами еще не настроили бэкап, то лучше на первых порах этих удалить те программы, которые вы уверены, что вам не пригодятся. Ну, например, вот это вот. Зачем, я не знаю вообще. Окуляр типа Adobe, ну, короче, для PDF-ов. Вот. Дальше, что там у нас есть такого не нужно. Вот Яквейк, вот этот выпадающий терминал, я не знаю, кто его придумал, зачем. Применить. Применим. Так, ну из такого очевидно ненужного больше вроде бы ничего нет. И поэтому приступим к установке. Вот этот неудобный значок нажимаем. Так, оперу мы установили. Mate. Mate — это такой расширенный диспетчер задач. То есть, если сейчас вы зайдете, и тут введем на русском SIS, на русском. Вот системный монитор. Как видите, он вот такой вот, всего здесь две вкладки такие. Но Mate, давай. Вот. Здесь он, получается, немножко расширенный идет. Даже скрины есть. Ну, в общем, установить, применить. 1, 2, 3, окей. Ну и вот Mate. Надеюсь, ты подтянешься. Mate. Mate. Странно. Почему оно не обновляется сразу? Ладненько. Попробуем отсюда запустить. Запускается. Он не поддерживает, кстати, по-моему, черную тему. Да, и здесь, как видите, чуть побольше всяких штук. Дальше. Snowflake. Если у вас есть сервер, и вы когда-нибудь использовали программы типа Putty и WinSCP, вот как с этими ребятами, я не знаю, быть. Snow. Вот он, появился. Snap репозиторий, устанавливаем его. Установить, применить. Применить. Ну, в общем-то, смотрите, эта программка, она просто супер. Сейчас я чуть-чуть скрою тут. Так, дополнительно поддерживать поверх окон. Вот так вот, в общем, она выглядит. Но из-за того, что тут будет адрес моего сервера, я не хочу его Connect.
Здесь как бы файловые операции, системный монитор есть такая штучка даже, прикиньте. То есть вы в режиме реального времени смотрите, что там происходит. И даже можно анализировать диск и всякие там интересные штуки делать. В общем, я пока закрою. Так, здесь у меня интересные команды всякие есть. Потом где-нибудь выложу. Snowflake поставили. Короче, ставил я этот Snowflake и завис Snap репозиторий. Как видите, теперь я не могу выключить даже эту штуку. И аллилуйя, оно ребутится. Класс. Сейчас я узнаю, какой именно хром у меня стоит. Просто, как видите, здесь всякой хрени полно. Из Аура, получается, устанавливал я. Chrome Gnome Shell. Google-Chrome, надо вот так писать. Ой, жесть. Google блять. И как видите, бывает вот такое, что здесь не кнопка установить, а собрать. Поэтому нажимаю кнопку собрать. Как видите, AUR применить. Применить. Пароль. И здесь идет сборка Google Chrome. Сюда вы можете нажать, чтобы посмотреть процесс сборки. А чтобы убрать вот это окошко, надо нажать кнопочку на противоположном конце экрана. Ой, жесть. Вот что нельзя было бы на эту кнопочку нажимаешь, и все возвращается. Нет, надо возвращаться сюда, и теперь нажимать только так. Ну ладно, в принципе. Установка Google Chrome закончена. И как видите, здесь нет кнопочки «Запустить». Почему-то. И скорее всего я его сейчас тут тоже не найду. Ух ты, нет, нашел, смотрите. И я его добавляю сразу в избранное, чтобы потом не искать его вот так вот через одно место. И даже попробую запустить. И он даже запускается. Как видите, он прыгает, значит запускается. И он даже запустился. Да? Да. Такой вот маленький гуглик Chrome. Не надо никому ничего отправлять. Пусть уже будет браузером по умолчанию. Хотя я люблю Оперу. Ну, в общем, он запустился, даже работает. Нажмем назад. Обзор. И здесь. Блин. Ну зачем он от мной исчезает? Следующее, что нам надо установить, это... Конечно же, VS Code. Но, как вы помните, он называется немножко не так. Попробуем поискать по коду. Да, вот так вот он выглядит. Нажимаем «Установить», «Применить». И я не знаю, что это за хрень, поэтому я оставлю обе. Выбрать. Наверное, они нужны. И, как видите, вот такие вот зависимости у нас есть. Надеюсь, все быстро поставится. Ну, так, в принципе, подытожим, да? Хромик есть. Закреплю его. Опера есть. Опера есть. Предыдущий запуск оперы мне пришлось все перезагрузить.
Круто. Ну, в общем, что там у нас еще? Клип Grab. Клип Grab. Давайте здесь. В общем, эта штука для того, чтобы предназначена для того, чтобы вот она, скачивать видео из ютубчика. Ну, точно так же нажимаете тут установить, применить. Потом выглядит он вот так. Я думаю, это полезно для веб-разработчика, потому что это, ну, как уроки там часто скачивать надо всякие. Сюда просто вставляете ссылку, потом выбираете тут качество, нажимаете скачать ролик. Все. Единственная фигня, он сворачивается постоянно в реестр, и его можно убить только из диспетчера задач. И вот. Еще я забыл рассказать про Кейт. Вот он, клип Grab, завершить процесс. Только так, к сожалению. Кейт. Хоть бы не зависло ничего. Ух ты, он даже запустится, да? Ну, в общем, получается, если даже он не запустится, то он запускается. Это вы знаете, потому что он у меня запускается. И, как видите, я его даже... О, запустился. Чудесно. Ну, в общем, я его пока закрою. Точно так же, как я закрою и оперу. И как бы, смотрите, на винде у меня было так. Большие проекты я открывал с помощью PHP Шторма. Кстати, он здесь тоже есть, но его надо активировать, а это как бы программка бесплатная. И вот, а маленькие всякие я открывал с помощью Notepad++, но все дело в том, что сейчас я вот, допустим, создам текстовый документ. Тут есть такая удобная программка, текстовый файлик, допустим, 1, 2, 3. Называется она Kate, но она чуть-чуть странная. То есть, если вы, допустим, привыкли, что в Notepad у вас все открытые текстовые документы, они остаются всегда открытыми, то здесь чуть по-другому. Вид. Вот честно, я не помню, как там настроить. Настройка, цветовая схема, настройки Kate. Ну, в общем, сейчас. Внешний вид, динамический перенос строк. Короче, тут, конечно, дохренища настроек, внешние программы, посмотрите, шрифты и цвета. Visual Studio Light. Вот, Visual Studio Dark. Просто выбираем. И, конечно же, здесь где-то есть кнопочка «Применить». Да? Наверное. Закрыть. Короче, настройки. Фу, как же это... Изменить панель, настроить... Изменить. И здесь есть такие настроечки, автоматически скрывать. Есть такое дело. Теперь Kate я смогу изменить. Настройки Kate. Дальше шрифты и цвета. Visual Studio Dark. Использовать цветовую тему KDE. Короче, не знаю. Нет. Вот здесь вот надо выставить Visual Studio Dark, походу. Сохранить. И, наверное, надо будет перезапустить. Нет, не надо будет перезапускать. И, как видите, теперь все черненькое, класс. Нажимаете Ctrl и увеличиваете, и все увеличивается. И смотрите, основная особенность в чем? Здесь есть такое понятие, как сеанс. Вот нужно один раз создать сеанс, чтобы у вас все вкладки сохранились. Сохранить. То есть открытые документы, они будут сохранены. Сеанс. Нет, это я открыл новый, а мне надо сохранить. То есть, смотрите, опять я открываю этот текстовый документ. Ну давай, это же просто текстовый документ. Сеанс. Сохранить сеанс как. И называем, допустим, 3, 2, 1. Окей. И теперь, когда я буду его закрывать, этот текстовый редактор,
Сейчас я еще раз его открою, закреплю. Теперь закрою и еще раз открою уже отсюда. То открытые вкладки все сохранятся. Ну, то есть в данной ситуации у меня только одна. Открыть. Там как-то можно по умолчанию, допустим, вот у меня, если я закрою, как видите, у меня здесь много чего, и я потом переоткрываю, и у меня все открытые вкладки так и остаются. Так, значит, смотрите, бывает такой момент, как, в общем, зависимости там проблема. Для того, чтобы ее решить, нужно выполнить вот такую штуку. То есть у меня было как? Сейчас я открою консоль. У меня было как? Здесь высветились обновления, там 400 или 600 мегабайт, я не помню. Так, вводим су здесь, супер юзер, вводим пароль пользователя. Теперь мы попадаем в панель, ну как бы в консоль супер пользователя. И у меня здесь высветились обновления, и там было, по-моему, 600 мегабайт, и у двух из них были конфликт зависимостей. И вот больше ничего я не мог сделать. Просто вот я вот пол интернета облазил, что с ними делать. И оказалось, что нужно было просто, кстати, Ctrl-Shift-V, это мы вставляем. Получается, там было конфликт зависимости, вот такой X265. То есть, чтобы разрешить этот конфликт, мне нужно было удалить то, как бы, что конфликтовало. Там было написано, допустим, таким образом: конфликт зависимости X265 и FFmpeg. Все. Я вот нажимаю вот так удалить, потом захожу сюда. Ну, здесь я сейчас нажму, если Enter, конечно, удалится. Но после того, как там будет Y, ввести надо будет Yes. И потом, опять же, заново установить, потому что многие программы от них зависят. То есть от FFmpeg и от X265. Потом, после того, как вы удалите, надо будет заново установить. И, как видите, у меня здесь она установлена. Но если вы будете через этот пакетный менеджер удалять, то с вот этим вот удалится еще половина буквально системы, и она у вас потом не загрузится. Кстати, таймшифт. И теперь, получается, для того, чтобы устранить этот конфликт зависимости, нужно сначала удалить то, что конфликтует, а потом просто установить заново. И вот таким образом, получается, вы щадящим режимом удаляете только то, что нужно. У меня было X265 и FFmpeg. Вот так вот, Enter нажимаете, и оно удаляется. Потом не забудьте поставить и перезагрузиться. Теперь TimeShift. Это программа она уже установлена. Для резервного копирования и восстановления. TimeShift. Так вот, я нажимаю ее первый раз, запускаю как бы на этой системе, запрашивает пароль суперпользователя 1, 2, 3 у меня. Ввожу и пока это сверну. Так, значит, мастер установки. Блин. Да вы серьезно, а как мне дальше нажать? Прикиньте. Ладно, попробую Enter. Тынь. Enter. Ни хрена. И Tab тут не работает. Короче, ладно, покажу здесь, значит, покажу. Ух, тут пароль ж у меня. Вот так вот. Настройки заходит оно сначала. И, как видите, ок аж внизу, а у меня разрешение 800 на 600, поэтому не видно.
Дальше место выбираем. Ну, выбирайте там, где наиболее количество у вас есть место расписания. У меня вот стоит, получается, вот так вот. Но дело в том, что здесь написано, допустим, 4 в месяц, но всего у меня в месяц было одно. Теперь пользователи, значит, include only hidden files, то есть мы все настроечные файлы и все файлы конфигурации там такое вот включаем, то есть рута и юзера. Это обязательно надо делать. Дальше фильтры. Мы включаем home user и root, все здесь включаем. И впрочем мы формат даты выбираем. Ну и просто нажимаем ОК. И потом желательно создать вручную. Вот сюда нажимаете просто создать, после того, как все программы вы установили, да, и нажимаете создать. И у вас будет вот так вот О и дата. И если вам нужно будет потом восстановиться на эту, допустим, или на эту сохраненку, то загружаетесь в Live CD, там, Manjaro, и там будет TimeShift, и в принципе там найдете раздел, где лежит ваше сохранение. Не забывайте, он обычно здесь получается вот так место будет у вас. Вы выберете место, то есть у меня здесь, и точно так же в том таймшифте на Live CD выберите здесь. И потом нажимаете просто восстановить. И все. Вот так. Так, это рассказал. Все вроде бы, да? VS Code. Угу. Ага, можно, в принципе, также пройтись по плеерам. Вот плеер тут есть один для видеоплеера, в смысле, есть. Он называется VLC. VLC я его называю по-русски. В принципе, он достаточно прикольный, но его функционала мне не хватает. И я вообще веб-разработчик, но мне также иногда нужно взаимодействовать с видео, то есть делать скриншоты массово, и мне неудобен данный плеер, продолжить. Поэтому я нашел для себя Bomi. Кстати, если вы будете, допустим, перебивать X265 или FFmpeg, то Bomi вам придется перебить также. И желательно перебить его с гита, потому что с обычного аура он не установится уже. Значит, Bomi. Вот нажимаем здесь собрать, применить. Довериться и импортировать, конечно же. Можно было бы, допустим, из гита его качнуть, но не знаю. Применяю. И единственное, что это очень затратное по времени, просто это вроде бы такой маленький видеоплеер, но в нем очень много компонентов, и поэтому он будет ставиться хрен знает сколько времени. Как видите, здесь вот идут всякие там операции. И это достаточно долго, поэтому в принципе я могу еще показать такую программку, как AnyDesk. Всем программистам она нужна, потому что всех программистов обычно просят помочь удаленно. Desk. Так. И как видите, у меня вот такая вот версия установлена из Аура. То есть это для удаленного управления компьютером типа TeamViewer. Дальше XNVF. Это для просмотра и редактирования изображений. Я, в принципе, могу показать ее. Уже установлен. В принципе, тут собирать ее недолго. Скриншот. Не знаю, что это за скриншот. Надеюсь, адекватный. Так, давай уберем тебя дополнительно поверх. Зачем? Поверх окон. Вот XNVF такой вот у меня вид у него. Здесь очень много настроек различных.
пережатие изображений Shift-S нажимается, допустим, вы можете здесь разрешение поменять, ну и как бы тут дохренища всего. В этой программке есть это такой микрофотошоп. Ну а так, в принципе... Flameshot еще. Flameshot. Flameshot. Вот эта вот программка, она мощнейший скрин, короче, создавать скриншоты. В общем, любому программисту это надо. Просто нажимаете левой кнопкой мыши, выбираете область какую-то. И здесь есть сразу такие классные штуки, как, допустим, замазать то, что не нужно. Можно несколько раз. Дальше стрелочки, там всякие выделения, квадратики. Ну и сохранить вот здесь. Единственное, что вот эти вот все кнопочки, в зависимости от области, они могут располагаться либо здесь, и их постоянно надо искать. Блин, это не очень удобно. Такие вот еще штуки есть. В принципе, если надо отмену нажать, можно Escape нажать, и можно сохранить или копировать. Ну, сохраняйте просто и все. Ну, а так, в принципе, все, ребят. Что там у нас? Ну, вот он еще собирается, короче. Счастливенько.